Российские корабли зачастили в португальские воды. Новости сопротивления. Нам нужны волонтеры. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 23 ноября, 14:30. 16 ноября адмирал ВМС Португалии Энрике Гувеи Мело сообщил, что в португальских водах наблюдается все более интенсивный транзит судов из Российской Федерации. В том числе обнаружено судно, предназначенное для шпионажа. 4 ноября издание The Wall Street Journal рассказало, что в июле в логистических центрах загорелись два устройства, отправленных через DHL в США и Канаду. Сотрудники западных служб безопасности считают это частью тайной российской операции. 8 ноября издание «Кавказ Реалии» сообщило, что из России депортируют потерявшего документы польского католического священника за незаконное миссионерство. Правозащитный центр «Весна» рассказал, что в октябре в Могилевской колонии номер 15 скончался белорусский политзаключенный Дмитрий Шлетгауэр. 13 ноября иранский журналист и правозащитник Киануш Санджари отдал жизнь, требуя освобождения политзаключенных. Издание The New York Times рассказало о том, что в первый раз его арестовали в возрасте 17 лет, и о том, как его ломали в тюрьме и в психиатрических учреждениях, куда режим Хаминеи помещает несогласных. 12 ноября движение «Зеленая лента» объявило о возвращении и о цели добиться многомиллионного протеста. Они призывают россиян, остающихся в России вместе с ними, протестовать безопасно, но заметно. 17 ноября мы прошли по улицам Лиссабона, чтобы тренировать мышцы надежды и свободы, как сказал португальский гражданский активист Жуау Пауло Баталья. Историк Тамара Эдельман призвала участников рассказывать о наших акциях и объединяться. Журналист Дмитрий Колезев сказал, что мечтает, чтобы люди в России могли также свободно пройти по улицам. Активистка Ксения Ашрафулина предложила для изучения того, как работает демократия, присоединяться к местным инициативам. Утром в тот день проект по защите цифровых прав Роскомсвобода сообщил, что наш сайт adrl.pt был заблокирован в России. Они предполагают, что это связано с тем, что мы рассказывали об этом марше. Несмотря на общую апатию, мы активно растем. За этот год количество наших подписчиков выросло в 5 раз. Однако этого недостаточно. Мы получили жалобы от людей, которые не знали об открытии мемориала и о марше солидарности. Поэтому, если вы готовы распространять информацию о наших мероприятиях, напишите нам на info@adrl.pt. Также нам нужны люди искусства, чтобы сделать наши акции и соцсети интереснее. Нужны переводчики-синхронисты для лекций и конференций на темы смены режима и переустройства России. Нужны люди, готовые предложить полезный проект и заняться его реализацией. Нам нужна помощь с фандрайзингом и проведением аукционов в поддержку Украины. Ну и, конечно же, нам нужны ваши лайки, репосты и участие в наших акциях. Следите за расписанием на сайте и пишите, если готовы помогать. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.